Часть 2. Справедливость. Каждый из человеков имеет право на справедливый суд. Но в каких единицах измерить справедливость? Что кажется справедливым мне, не кажется таковым тебе или ему. И где найти мерило, подходящее для всех? Слушается дело 12.0087 БИС. Прокурор, огласите обвинение. Подсудимый Чаги из Диких, вы обвиняетесь в терроризме, порче государственного имущества и убийстве гражданки Юки. На основании предъявленных улик прошу высшие меры наказания. Утилизация. Адвокат, ваше слово. Прошу смягчить наказание до пожизненного заключения в связи с юным возрастом преступника и его искренним раскаянием в содеянном. Преступник, вы раскаялись? Но я ничего плохого не сделал. Дайте же мне рассказать, что случилось. Раскаяние не зафиксировано. Подсудимый, вы признаетесь виновным. Ваше тело будет утилизировано в соответствии с вашей религией. В соответствии с вашей религией. Какой экспрессивный молодой человек. Ну, давайте знакомиться. Я Панкрат, бывший главный историк Хумры, а ныне вот преступник. Ожидаю, так сказать, утилизации. А я Чеги из Диких. Эти гады собираются меня казнить вообще непонятно за что. Ну, я-то понимаю, почему я здесь. Дело в том, что, роясь в старых архивах заброшенных секторов, я раскопал крайне неприятную тайну правительства Стабилин. Ха, Стабилина — это вот эта швабра, которая у вас везде нарисована? Ну да, наша бессмертная, клонированная и, к сожалению, нечестная госпожа президент. Ха, и что же это за страшная тайна такая? Ну, видишь ли, считается, что у нас государство построено на правах человеков, которые и должны защищать нас от этого самого государства. Ну да, и что? А то, что я нашел настоящий текст Всемирной конвенции прав человеков и обнаружил, что наше правительство его подменило. Там они много чего переправили. Но самое ужасное в том, что они присвоили право решать, кто является человеком, а кто нет. И теперь очередная Стабилина решает твою судьбу, как ей заблагорассудится. Если ты послушен, тебе ставят чип, и ты человек со всеми правами, и счетом в банке, квартира и бла-бла-бла. А нет чипа, ты вроде как и не человек уже, так, дикое животное. Ну это же нечестно. Еще как. Вот откуда, ты думаешь, взялись дикие? А правда, откуда? Это потомки недовольных политикой Стабилин. Всех, кто пытался протестовать, лишили статуса человека и просто вышвырнули с летающих островов вниз на планету. Просто чудо, как они там выжили. А цивилизованные миры, они что? Почему они не вмешаются и не исправят все как надо? Хумра наша далеко, и с виду тут все хорошо. Чтобы они вмешались, надо передать тревожный сигнал во всемирный суд. Только как? У диких вообще нет машин, а население летучих островов даже не знает, что Стабилины их обманули. Тогда надо всем рассказать, что их обманули. Люди восстанут и передадут сигнал. Не хочу тебя огорчать, но у твоего плана есть серьезный изъян. Нас утилизируют через несколько часов. Привет, меня зовут Прота. Я не ошибся номером. Это здесь собрание клуба любителей утилизации.
Разве не смешно? Да как-то не очень. Простите, мне только недавно поставили блок юмора. Практики никакой. Ой, а тебя за что? А вот как раз за блок юмора, развития и другие экспериментальные блоки. Понимаете, мой хозяин хакер Нео. Он создал меня сам. Правда, красиво. Ну да, Ну очень. да, просто красавец. А теперь нас разберут на очень красивые атомы. Но я не хочу умирать. Мы должны рассказать людям правду. Надо бежать отсюда. Это невозможно. Как видишь, мы надежно заперты. Нам отсюда не выйти. Какая смешная логическая ошибка. Мы надежно заперты, но выйти отсюда проще простого. Чего? Ну, например, я вскрою эту трубу, и мы так эффектно воскликнем. Где здесь мусоропровод для свободных людей? А потом в него так прыгнем. Так ведь смешно получится. Обхохочешься. Ах ты, клятая хоботница с бухачками. Ну, сейчас начнется. Да, госпожа президент. Кретин! В кои-то веки у вас настоящий преступник, и вы дали ему сбежать. Но, госпожа, этот мальчишка туп, как пробка. Ты дебильный свинорыл! Причем тут мальчишка? Немедленно найти и уничтожить этого Панкрата и всех, кто с ним контактировал. Всех! Я сказала! Так точно! Я лично разберусь. Вот же гадкий дерьмохвост. Ну, парни, вперед! Найти, уничтожить